Жизнь удалась. Откуда у норвежцев деньги на всю эту красоту? Друзья, всем привет! Начинается новое путешествие по Норвегии. Сейчас в аэропорту Осло у нас пересадочка, летим в Волосун. Это севернее Бергена, на западе страны, там фьорды, там красота. Это значит, что впереди вас ждут минуты наслаждения. Но сразу же уже ставить лайк этому видео. Ну, кстати, пока я жду вылета, прекрасный город Толсун, можно посмотреть на не менее прекрасный аэропорт Осло. У нас деревянный паркет, мраморные полы по центру, то есть деревянный паркет, деревянные балки, бетонные колонны, то есть минимум какой-то краски, минимум пластика, все очень стильное. Даже посмотрите, как они круто сделали все эти кафешки. Просто посмотрите, как здорово, у них много натуральных материалов. И очень круто они задекорировали вот какое-то техническое помещение. Они сделали алюминиевые перфорированные панели с подсветкой. Здесь спрятаны пожарные гидранты. Вообще не видно. Смотрите, как они их сделали. И вот эта вот панель, она открывается. То есть вот ее можно так вот открыть. Так вот издалека вообще не видно, что там какая-то есть дверь или еще что-то. Здесь сверху можно посмотреть на большую зону с магазинами duty free. И здесь основной элемент оформления — это такие вот огромные белые, я не знаю, как сугробы, наверное. При том, что интересная конструкция самой крыши. Она такая вот изогнутая. Светлый большой аэропорт с таким вот интересной крышей, как какой-то огромный червяк, в котором мы попадаем. Здесь у нас часовня. А здесь даже есть парикмахерская. Можно постричься. Здесь какой-то модный бар. Это зона С. В зоне С мало вылетов. Я отсюда всего пару раз вылетал. Когда летал из Норвегии, в основном внутренние вылеты это А и Б. Вот. А в Россию в зоне F. В зоне С вылетов мало. Здесь всегда нет народу, потому что у вас длинная пересадка. Здесь вот гораздо комфортней, без толп людей, подождать своего вылета. И здесь у нас такие, смотрите, деревянные камни. Деревянные камни-лавочки. Они, конечно, не очень удобные, но ничего страшного, есть и удобные. Вот. Эти... Есть такие вот креслица. Ну, я уж молчу о том, что около каждого кресла есть розетка. Это само собой разумеется. Вот, и потолок такой многослойный. И вот по центру, то есть здесь не четко какое-то окно, да, просто эти панели, они становятся прозрачными, там какие-то конструкции. И получается такой вот верхний световой фонарь. Очень красиво заполняет светом весь зал аэропорта. Здесь у нас карта Норвегии. Осло. Сейчас мы посмотрим, куда мы едем. Вон Ставангер, вон Берген. А нашего города нет. Киркенес. Вот Тромсе. Такая вот карта. Карта Норвегии. Ну и, конечно же, Шпицберген. Шпицберген отдельно. Отдельно. Лангир. Вот аэропорт Лангира. Где-то здесь у нас будет Баренцбург. Где-то здесь пирамиды. Пирамида. Поселок наш. Заброшенный. Видите, вот эти гостиные, они все разные. То есть есть, где можно посидеть, поработать. Здесь где можно почитать. То есть вот эти вот со столами гостиные. В общем, очень классно сделано. И вот мы дошли практически до конца. Там какая-то скульптура, современное искусство. Это была краткая экскурсия по аэропорту Осло. Здесь можно ходить еще много разных зон. Я думаю, не последний раз я здесь, так что буду в ролике вставлять какие-то зоны, рассказывать вам про аэропорт. А мне уже пора лететь дальше, лететь на запад, смотреть фьорды, потрясающую природу. Так что, друзья, устраивайтесь поудобнее. Сейчас начнется красота. Знакомство с Норвегией начинается с маяка. Друзья, всем привет! Мы с вами в Волесуне. Это норвежский городок, он разместился на нескольких островах во фьордах.
Во всем городе людей живет примерно столько же, сколько в Красносельском районе Москвы. Это примерно 50 тысяч. Но из островных населенных пунктов Норвегии он считается самым большим. Кстати, даже в таком захолустье есть приличный аэропорт, называется он Вигра, и отсюда в любой день можно улететь в Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер, Копенгаген и Амстердам. Несколько раз в неделю есть рейсы в Гданьск, и, кстати, говорят, иногда запускают чартеры из России, поэтому можно прямиком в Россию отсюда улететь. В отличие от других городов Скандинавии, в Олесуне не так много приезжих из Африки и арабских стран. Больше всего иммигрантов здесь из Польши и Литвы. Есть также выходы из Таиланда и Филиппин. Они в основном занимаются в ресторанном бизнесе и обслугой. В общем, прошлые миграционные кризисы Олесун точно не коснулись. Если здесь мигранты есть, то они, скорее всего, из Польши или Литвы. Также есть выходы из Таиланда и Филиппин. Но от других норвежских городов Олесун отличается не только этим, сколько своей архитектуре. И за архитектуру благодарить нужно пожар и немцев. Ну что, друзья, Олесун оказался невероятно прекрасным. Вы только посмотрите на эти вот дома. И практически все здесь построено в стиле модерн или ар-нуво. Даже в маленьком норвежском городе, где 40 тысяч населения всего, есть брусчаточка, пешеходные улочки и красивые домики. Олесун стоит на воде, поэтому фасады тут прямо уходят в воду, отчего город просто волшебный. Смотрите, какое чудо. Статус города Олесун получил только в 1848 году, а до начала 20 века он развивался как обычный норвежский городок. В январе 2004 года произошел страшный пожар. Погиб только один человек, но огонь уничтожил почти весь город, 850 домов, потому что дома были деревянные. Только 230 зданий удалось спасти, в результате около 10 тысяч человек остались без крова. Материальная помощь Олесуну приходила со всей страны и даже из-за границы. И самый большой вклад внес император Германии Вильгельм II, который отправил в город 4 корабля с едой, лекарствами, инструментами и другими вещами. И в июле того же года кайзер лично посетил Олесун. После пожара вся центральная часть Олесуна была перестроена из камня в стиле модерн. Норвежцы используют слово югенстиль, это от немцев, ну или ар-нуво, это от французов. Но стиль один и тот же. И для Норвегии это, в общем-то, уникальный пример, потому что у большинства городов центр старше и обошелся без каких-либо катаклизмов, то есть совершенно другая архитектура. В общем, местами Олесун больше похож на какой-нибудь материковый город, чем на скандинавский. Вообще здесь везде идет отсылка к рыбацкому прошлому и к настоящему, потому что Олесун по-прежнему город рыбаков. Специализированного рыбного рынка здесь сейчас нету, зато вдоль набережной рыбаки иногда продают свежую рыбу и креветок прямо с лодок. А сегодня видим какой-то праздник, потому что молодежь ходит толпами и веселится. Мне даже стыдно, что я не такой веселый, как они. В центре Осло такие же клумбы стоят на пешеходной зоне. Очень круто, кстати, что народ подписывает дату строительства здания. Вот сразу видно, когда это говно построили, 1991 год. Удобно. Это Лена. А как называется город, где мы находимся? Что-то там на Ой, Олесун. Олесун. Да, и мы идем обратно в отель. И мы идем обратно в отель. Поели и идем обратно спать. Ну, спать-то мы не идем. Да, мы спать не идем, но мы идем в номер, а у нас очень красивый номер, и там такое окно в пол. И... Да, единственное, вот нам не очень повезло с погодой, потому что да, у нас будет погода какая-то всю неделю тут дождь. грустная. Надо купить шкуру оленя, закутаться в нее. Смотри, переход хороший, Да. брусчаточка, красота. Дождь все сильнее и сильнее. Людей на улицах все меньше и меньше. Удивительно, друзья, кончился дождик, и это значит, что мы можем немножечко пройтись и насладиться прекрасным
Олесун. В общем, друзья, посмотрите, какая теперь здесь красота. Вот что хорошо в Норвегии. Вот кофе. Да, а вот и кофе. В Норвегии даже в самом захолустье, в самой глухой деревне у тебя будет хороший ресторан, хорошая гостиница, хороший кофе. Потому что здесь блага цивилизации, они раскиданы по всей стране равномерно. Как это произошло, я чуть попозже расскажу. Беседочка, где можно укрыться от ужасной олусонской непогоды. И сейчас мы дойдем до края света. Значит, на краю света мы нашли маленькую детскую площадку. Значит, что здесь есть? Здесь есть карусель, на которую сейчас лучше не забираться, потому что... Лен, ты ее промотишь! Ты промотишь это! Давай, ты... Только не садись, Лен, а то промокнешь. Давай. Хорошее покрытие. Это еще такие палки-каталки. Тут у нас лавочки. Ну и так все сделали. Здесь засадили такими вот травами. Тут рябина. Итак, новая улица и новое благоустройство. Мы это нашли. Невероятно. Смотри, Лена, какая красота. Что? Смотри, решеточка потрясающей красоты. Новые деревья. Высадили новые деревья. И вот такие вот сделали зоны. Такое вот это из металла ржавого. А это сама сидушка, и она тоже с прорезями. Ну, сейчас, конечно, дождь, не очень комфортно. А здесь такие еще стенды с историей. Вот, новые общественные пространства. Да, конечно, они немножко испортили вот этим вот новым строительством. Ну, точнее, они все равно в 90-е. Смотрится стрёмно. Эти старые деревянные здания тоже они не снесли, а сделали сейчас здесь какая-то администрация порта. То есть вот эти наличнички все сохранили. Внутри, конечно, сделали ремонт современный. Дождь, но дождь нас не остановит, поэтому мы идем на каяках кататься. Выходим в открытое Северное море навстречу приключениям. Давай, Лена. Хорошо я устроился. Отлично. Папа отдыхает, дочка работает. Вот, друзья, учитесь, что такое красивая жизнь. Домики рыбаков, которые не сгорели во время пожара 1904 года. А вот это был магазин. Магазин и склад, куда рыбаки свозили рыбу. И там была сухая рыба, и продавали всякие... В общем, всякие вкусняшки. Это копии у нас древних кораблей. Лена, давай греби. Не останавливайся. Молодец. Давай, греби против ветра. Греби. Полный, Лена, нас назад сносит. Греби сильнее. Ребенок отказывается грести. Что делать? Да, сейчас. Ладно. Так и быть. Папа придет на помощь. Папа может грести. Так ничего страшного, а что ты боишься? Оттолкнешься от него веслом и все. Это просто огромный корабль. Все. Давай. Я помогаю. Жизнь удалась. Могу себе позволить. Лен, мы врежемся. Такой вот новый райончик. То есть стоят такие двух-трехэтажные, как таунхаусы. Вокруг газончики, природа и лес. И Ленка пляшет тут. Чем еще заняться ребенку? 10-й час ночи, уже темнеет. Смотрим новые районы. Зато это самое новое жилье в Олесуне. Так, цены на квартиру. Значит, квартира в трехэтажном блоке стоит 4 миллиона 700 тысяч, в двухэтажном черником 4,6, но там большая терраса. И, да, но это новое строительство, это как бы, ну... Все, новый дом, прекрасно, друзья, приезжайте в Олесун, покупайте квартиры, живите счастливо, в безопасности. Вы не увидите здесь наркоманов, вы не увидите здесь
женщин с пониженной социальной ответственностью. Здесь можно увидеть только красоту. Это мы спускаемся со смотровой площадки. Вот такой оттуда вид открывается. И лестница сюда ведет с подсветочкой. Все хорошо. 260. Ступени пронумерованы. Это 268-я ступень. И вот посмотрите. Самое время узнать про викингов. Тем более здесь есть какой-то моднейший музей викингов. Вот он. Какой-то очередной маленький городок. И я не перестаю удивляться, как у них все ухожено, продумано. Вот посмотрите, да, как сделано. Вот. Здесь есть все водоотвод, ливневочка, разуклонка. Все газоны правильные, везде. Вот, каждая мелочь продумана. И здание не просто какой-то там музей, да, деревенский, а произведение архитектуры. У викингов было два варианта судна. Одни были торговые, а другие были боевые. Это относится к классу боевых, в этом точно верно, потому что располагались щиты. Тут место, все. Места нет, вот, совсем чуть-чуть. Вот такое вот здание музея и корабль. Значит, что с этим кораблем? Музей корабля. Они фактически сделали здание в такой виде огромного черного шатра. И корабль новодел, но, вот как они говорят, во время работы у себя на огороде один из фермеров нашел остатки, как он уже потом понял, корабля. Он пригласил археологов, пришли археологи, и оказалось, что действительно это остатки корабля. Но это был сожженный корабль, потому что викинги хоронили своих кораблей. Как они их сжигали, и там остались клепки, там остались эти вот набалдашники щитов, то есть пришли археологи, и они примерно смогли все там посчитать, прикинуть и воссоздать этот корабль. Это самый большой корабль викингов, несмотря на то, что это новодел, но до наших дней другого ничего не дошло, и что круто, этот корабль спускают на воду несколько раз в год, и он не тонет, и местные гребцы, они гребут и по фьордам плавают. Как вот викинги этот корабль сжигали. Вот они вот так в свое время сожгли, а сейчас его взяли хорошие люди, восстановили, сделали музей. И теперь музей — это одна из достопримечательностей местного городка. Но мне кажется важным понимать, что этот музей находится не в столице, он не в Осло, он находится в небольшом городке, название которого вы даже не знаете. Население этого городка всего 6 тысяч человек. И вот сегодня сюда приходят туристические лайнеры, на которых 4 тысячи человек может быть. И они смогли создать в этом маленьком городе такое количество точек притяжения, что сюда начали приходить туристические лайнеры огромные. То есть здесь есть опера, здесь есть какие-то магазины, здесь вот они сделали этот музей. Здесь очень хорошо продумана вся эта туристическая инфраструктура с походами, с ледниками, с фьордами. То есть отсюда можно на автобусе куда-то отправиться. И вот так вот создаются точки притяжения, вот так вот туристы приходят и несут свои денежки. Итак, городок называется Нордфьорд-Айд. Нордфьорд-Айд. Ну или можно просто Айд. Местные поймут. 6 тысяч человек всего. И меня вот в первую очередь в таких городках интересует, как они продумывают всю эту инфраструктуру для туристов, как вообще город справляется с тем, что сюда приходят круизные лайнеры, как они делают эти новые точки притяжения, новые достопримечательности создают, потому что вот выглядит это со стороны очень круто. И здесь такая вот детская площадка, набережная, все это, конечно, просто очень круто сделано. Ленка сразу пошла исследовать детские площадки. Лен, как тебе детские площадки в этом милом городке? Круто. Все, детские площадки хорошие. Парк с пляжем. Новая набережная, новое благоустройство. Мне тут очень понравилось, как они сделали спуск в воду. То есть это пляж у нас, я напоминаю. И помимо того, что они сделали вот эти вот душевые,
видите, сделали такой поручень, чтобы можно было спокойно дойти. Вот здесь не очень хорошее дно, с такие вот камни острые. Ну и чтобы вот народ мог совершенно спокойно заходить в воду, они сделали такие вот поручни. На газончиках, смотрите, газоны чуть ниже тротуара. Здесь такие решетки. Вон там в газоне все. Здесь сделана разуклоночка, везде продумано, как будет осуществляться водоотвод. А здесь пляж. Вот. Пляж такой небольшой. Есть плавные спуски к воде, в воду. Они здесь сделали такие, как лестницы с поручнями. То есть можно довольно комфортно спуститься туда в воду. Здесь есть душ. Я не знаю, сейчас работает не очень, немножко прохладно. Душ работает. Питьевой фонтанчик тоже работает. И здесь такая вот зона отдыха с публичными грилями. Есть беседочка деревянная с грилем. Смотрите, как классно сделано. Вот лавки. Вот. Здесь гриль. Вот есть специально такое вот отверстие для выхода дыма. Тоже все продумано. Это совсем для маленьких. Там была для детей чуть постарше. Вот эта вот площадочка для малышей. Вот, друзья, в небольшом городке на 6 тысяч жителей создают такие чудеса и точки притяжения. Вот этим, кстати, хороша Норвегия, что куда бы вы ни отправились, вы постоянно, даже в самой глуши, увидите какие-нибудь шедевры архитектуры, какие-то модные дорогие здания, новые чудеса, которые они делают. Везде будет хорошая инфраструктура. И все это не только в столице, а это распределено по всей стране. Вот это вот такое норвежское чудо, что ты можешь жить в любой точке страны и чувствовать себя человеком. У тебя нет этой вот обделенности, что если ты живешь где-то в провинции, ты пользуешься теми же сервисами, тем же набор услуг, такая же качественная городская среда. В общем, норвежец может жить в любой точке своей страны и оставаться при этом счастливым. Ну что, Лена, тест площадки. И даже в деревне на краю света правильный пешеходный переход. Ходишь, и вот с одной стороны ты, конечно, радуешься за норвежцев. С другой стороны, ты понимаешь, что ты же не норвежец, что у нас-то такого пока еще нет. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы в регионах, в небольших поселениях, 6 тысяч человек, это такое, это поселок, это по российским меркам, это не город даже. И чтобы вот у нас в наших поселках, небольших населенных пунктах, чтобы открывались классные современные музеи, чтобы были хорошие рестораны, хорошие отели, чтобы у нас как-то развивался внутренний туризм, и чтобы были вот такие места, например, как эта набережная, куда не стыдно выйти вот на этот пляж, погулять здесь, провести хорошо время, пожарить себе мясо, в конце концов, на этих грилях. Но вот таких мест, к сожалению, в России пока еще нету, или их можно пересчитать по пальцам. А в Норвегии ты вот куда ты не приедешь, везде такая красота. Вот в чем еще раз плюс Норвегии, что население, оно не концентрируется в столице, все живут на природе, все очень уединенно, но в какую бы глушь ты ни забрался норвежскую, везде будет полный сервис. Будут дороги, будут рестораны, кафе, заправки, кемпинги, музеи, магазины, в общем, полный сервис. Везде ты будешь чувствовать себя человеком. Даже вот здесь, на такой вот набережной. Какие-то вот даже какие-то примитивные, какие-то тренажеры поставили. Какой-то мост, смотрите, ну это же не просто абы какой мост. Это красивый, это не мост невероятной красоты. Клеенных таких вот балок. Это потрясающей красоты мост. Смотрите, как быстро меняется погода, то есть только что было солнце, и вот прошло буквально 10 минут, и уже, вот я вижу, надвигается такая белая стена дождя. Туалеты. Туалет и пеленальная комната для детей. Такой вот отдельный домик. Нет. Слушайте, просто космос. Идеальная чистота.
идеальная красота. Это центральная улица, главная улица нашей деревни. Значит, во-первых, обратите внимание, что нет никаких ни бордюров, ничего. То есть Просто вот такая. единое мощение, и улица, вот кто где хочет, там останавливается. Все как положено для безопасности. Здесь свой сачок, да. Здесь в каждом городке, в каждой деревне производят свой яблочный сок. И если вот мы в Лойне были, там был свой сок, а здесь вот какой-то Myrold Эплемост. Не знаю, что такое. В общем, здесь тоже какой-то свой сок. И даже здесь у нас петунья. Любимый цветок Лукашенко. Вот посмотрите, друзья, да? Старая улица, вот эта вот главная улица. И я просто поражен, как им реально удалось ее сохранить. Вот сохранить в таком состоянии. То есть она вся, она белоснежная. Есть все дома деревянные, вот такими, какими они были в середине 19 века. То есть прошло 150 лет, а улица такая же классная. То есть здесь не то чтобы жизнь замерла, да, потому что, ну, вот если мы посмотрим, вот за мной современный салон какой-то техники, там продают мобильный телефон или еще что-то, а здесь просто сохраняют свою историю. Здесь не появилось каких-то рекламных вывесок, здесь не появилось билбордов, здесь не перестроили. Здесь на всей этой улице нет ни одного уродливого здания, которое могло бы здесь лишним быть. Здесь нет ни одного вот этого инородного тела. И все настолько деликатно, настолько грамотно сделано, что ты идешь по этой вот маленькой улочке, казалось бы, да, мы на краю света, на забытая богом какая-то поселок на 6 тысяч человек, да, вообще, что на него обращать внимание, но, тем не менее, я иду здесь и получаю несказанное удовольствие, потому что я иду по старой улочке с белоснежными зданиями, которые вот стоят, и большинство из них одноэтажные, здесь сохранены все элементы, то есть вот смотрите. И вот здесь какие-то вот эти деревянные, да, вот, они уже, там краска что-то облупилась, еще что-то, да, но ты понимаешь, что это подлинная история. Ты понимаешь, что вот эти вот двери, вот этот вот вход, вот эти вот пилястры, это все оригинально, это все подлинное. Это, конечно, очень круто. И черепица из сланца. Какая красота. А теперь просто на секунду представьте, какими красивыми могли бы быть наши города, наши поселки, если бы мы сохраняли нашу историю, нашу идентичность, нашу культуру, а у нас, вы сами понимаете, есть что сохранять. Мы покруче норвежцев были бы. Да? Вот, видите, домик кривой, косой, а стоит. И никто его не трогает. Посмотрите, посмотрите, какие тут сокровища сохранились. Слушайте, просто чудо. Сказочный теремок. И еще раз, просто задумайтесь, сколько таких сказочных теремков в вашем городе могло бы сохраниться. Смотрите, как они делают переходы. Вот такой вот городок. Он просто потрясающий. И весь этот город со всеми этими старыми домиками. Это хороший урок, как может выглядеть такие вот исторические поселения. Это как раз то, с чего нам нужно брать пример. А теперь, друзья, коротко обсудим самый главный вопрос. Откуда у норвежцев деньги на всю эту красоту? Возможно, свое богатство норвежцы должны прежде всего благодарить голландцев и американцев, которые в 1959 году открыли Гронингенское газовое месторождение. Забегая вперед, можно сказать, что позже голландцы дали свое имя одному экономическому эффекту, более известному у нас как нефтяная игла. А хитрые норвежцы этой иглы избежали. Вернее, они ее не совсем избежали, а сидят на ней без каких-то особых последствий для организма. Ну, во всяком случае, эти последствия здесь еще не проявились. Так вот, при чем здесь вообще голландцы? Дело в том, что благодаря их открытию норвежцы заинтересовались добычей полезных ископаемых на шельфе Северного моря. В 1965 году они встретились с представителями Великобритании и Дании, и этот самый шельф быстренько поделили. Причем Норвегии достался настолько большой кусок нефтегазового пирога, что некоторые датчане до сих пор уверены, что подлые норвежцы их как-то обманули. В 1969 году американцы из компании Phillips Petroleum открыли на норвежском шельфе нефтегазоносный бассейн Экофиск, а уже в 1971 году начали добычу. Сейчас в Экофиске 29 платформ, нефть оттуда поступает по трубе в Великобританию, а газ сразу в Германию.
Полезные ископаемые там собираются добывать примерно до 2050 года, но экофиском запасы Норвегии, естественно, не ограничиваются. Потому что уже через год после начала добычи на экофиске Норвегия основала государственную нефтяную компанию Statoil, наверняка вы слышали, ну или дословно называется Госнефть. Ну а что заморачиваться, компания все равно государственная. В общем, эта компания стала монополистом во всем, что касается добычи и продажи нефти. И на протяжении 70-х и 80-х годов месторождения нефти и газа в Северном море разведывались одно за другим. Быстро запускалась добыча. Возможно, кстати, свою роль в росте благосостояния Норвегии сыграл и нефтяной кризис 1973 года, из-за которого развитые страны вынуждены были искать новые источники поставок нефти. Сегодня Норвегия входит в топ-15 стран мира по объемам добычи нефти и в топ-10 стран по объемам добычи природного газа. А поскольку в Норвегии живет всего чуть более 5 миллионов человек, нефти добывается на одного жителя очень много. 300 тысяч баррелей в день на каждый миллион норвежцев, это данные ООН. Больше есть только у Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. То есть на 4-м месте, исходя на жителя, нефти добывается здесь. Кстати, с 2018 года Statoil переименовалась в Equinor, и деятельность этой компании давно уже не ограничивается добычей на норвежском шельфе. Она добывает нефть и газ уже по всему миру, причем не только в развивающих, но и в развитых странах, например, в Великобритании и США. А ее нефтеперерабатывающие заводы находятся в Бельгии, Дании, Франции и Германии. Есть у нее проекты и в России. Например, в этом году компания купила 33,3% акций в Севкомнефтегазе. Кто придумывает эти названия? Дочки Роснефти. А раньше Роснефть собиралась вместе с норвежцами совместно допускать добычу в Ямало-Ненецком автономном округе. Нефтяные доходы позволили норвежцам в 1990 году создать государственный нефтяной фонд. К концу 2017 года его размер превысил $1 триллион США, и это самый большой стабилизационный фонд в мире. Сейчас в него поступает 45% нефтегазовых доходов бюджета страны, и большую часть денег он получает благодаря грамотным инвестициям. Через этот фонд, правильно, кстати, называется Государственный пенсионный фонд, Норвегия вкладывает деньги в компании по всему миру. В акции вкладывается 2/3 средств фонда. Ему принадлежат доли примерно в 9000 компаний по всему миру. Еще чуть более 30% средств инвестировано в бумаги с фиксированной доходностью. В основном это облигации, в том числе, кстати, российские облигации. И 2,6% инвестируют они в недвижимость. Например, норвежцы владеют долями в Apple, Nestlé и вообще во всех сколько-нибудь прибыльных компаний по всему миру. Кстати, объем Фонда национального благосостояния России на 1 августа 2019 года $124 миллиарда. И то он внезапно вырос в 2 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Напоминаю, у норвежцев более триллиона. В общем, благодаря вот этому суперуспешному фонду Норвегия и сумела выстроить свою знаменитую систему социального обеспечения, благодаря которой любой пенсионер или безработный может здесь жить достойно. Да как короли они здесь живут. Интересно, кстати, что на текущие расходы из фонда можно тратить только 3% средств фонда. Поэтому этот фонд еще называют фондом будущих поколений. То есть они практически ничего из него не тратят. Этот фонд раздувается на какие-то огромные деньжища. Но даже тех нескольких процентов, что они тратят, хватает, чтобы вот эта вся красота вокруг меня была. Хотя норвежцы добывают и продают нефть по всему миру, это, кстати, мягко говоря, не способствует улучшению экологической ситуации, они очень ответственно относятся к своей стране. Норвежцы, по сути, берут грязные нефтяные деньги, вкладывают их в чистую энергию у себя на родине. Мощности объектов, добывающих возобновляемую энергию, постоянно растут. Гидроэлектростанции уже давно обеспечивают большую часть потребляемой Норвегией электроэнергии. Ну и кроме того, Норвегия быстрее всех в Европе и в мире переходит на электромобили и электробусы. Норвегия готовится к 2030 году стать климатически нейтральной страной, пока основные потребители ее нефти будут задыхаться в смоге. 6:30 утра, дождь, ужасная погода, и я понимаю, у Норвегии есть минусы. У Норвегии есть минусы. Я улетаю в Осло из Олесуна. Ребят, ставьте лайк, если вам понравились такие путешествия. Вообще, насколько интересно смотреть, где ничего не происходит. Просто на красивые места пишите ваши комментарии. Спасибо, что смотрели. Ребят, с вас еще раз лайк, подписочка, колокольчик, комментик. Распространяйте ролик. Вы сами знаете, что делать. Я вас всех люблю. Увидимся завтра в новом видео.